Всем привет! Вы находитесь на канале Радости Частного Дома, и с вами, как всегда, Вадим. Вот такую курицу мне сегодня удалось поймать, и вот в таком виде она уже предстала перед вами. Я ее хорошенько обчистил, подготовил, и теперь нам необходимо ее хорошенько обтереть бумажными полотенцами. Это делается для того, чтобы убрать с курицы лишнюю влагу. Курица у меня вышла ровно 2 килограмма. Продолжаем ее хорошенько обтирать бумажными полотенцами. И теперь, когда мы перевернули на другую сторону, здесь тоже вытираем. И сейчас я вдоль позвоночника ножом вырежу хребет. Вырезал я позвоночник, и теперь вот так вот ее переворачиваем и раскрываем как книжку. Мне такой способ больше нравится. Вот эти вот кончики крыльев, если хотите, можно сразу отрезать. Я их оставлю, чтобы потом отдать Мухтару, как в принципе и позвоночник, который я вырезал. Вот я вам сейчас его и показываю. Соус в этот раз я буду готовить необычный, из зелени, как говорится, из того, что было в огороде. Здесь у меня по 30 грамм кинзы и петрушки. Соус я буду готовить с помощью блендера. В стакан блендера я добавляю 60 грамм чеснока, 150 грамм лука. Теперь я сюда добавлю острый перец чили по вкусу и добавляю сюда сок одного лимона. И теперь я сюда добавлю зелень. Так лучше зелень измельчается, когда есть другие компоненты, иначе ее трудно измельчить. Первую порцию я измельчил, теперь измельчим вторую порцию. Опять я сюда в стакан блендера добавил зелень оставшуюся и добавляем теперь сюда помидор. Помидоры я использую здесь ровно 250 грамм. Если у вас нет помидор, хотя сейчас лето, то можно использовать томатную пасту. И все сейчас измельчаем. Все я измельчил, добавляем опять помидоры, потому что сразу у меня все не влезло. И опять все измельчаем. В первой партии зелени я добавляю вторую. И теперь я сюда для вкуса добавлю еще неполную столовую ложку приправы орегано. Это очень хорошая и вкусная приправа, она здесь будет кстати. И теперь я сюда добавлю 1 столовую ложку соли. Из расчета 1 чайная ложка соли на 1 килограмм курицы. Этот летний соус из кинзы и петрушки я хочу сделать кисло-сладкий, поэтому я сюда добавляю 2 столовые ложки сахара, и сейчас я это все перемешаю. Курицу я переложил в посуду, в которой я буду ее мариновать, и теперь сюда добавляем приготовленный нами соус и хорошенько обмазываем курицу со всех сторон. Потом я затяну ее пищевой пленкой и отправлю в холодильник на всю ночь. Я, когда мариную мясо, никогда не жалею соус. Так курица лучше пропитается и будет вкуснее. Прошла у меня ночь, решил я приготовить полноценное второе блюдо, поэтому я нарезал вот так вот где-то по сантиметру картофель, свежий, домашний, молодой. Добавил я сюда 2 столовые ложки приготовленного нами соуса и все вот так вот хорошенько перемешиваю. Картофеля у меня здесь 1,5 килограмма. На противень я выстелил в 3 слоя фольгу, выложил сюда картофель, решил я добавить еще сюда лук. Лука у меня ушло 500 грамм. Нарезал я лук полукольцами и сверху вот так вот положил курицу. Теперь накрываем это блюдо фольгой и с краев хорошенько скручиваем и отправляем в заранее разогретую духовку до 180-170 градусов и будем запекать. Прошло у меня ровно 45 минут, и посмотрите, какое вкусное и прекрасное блюдо у нас получилось. Проверяем мясо на готовность, протыкаем ножом, если нет кровяного сока, значит курица у нас готова. И теперь я хочу еще вам показать лайфхак, как отправить курицу в заранее разогретую духовку до 250 градусов. Чтобы курица у нас получилась красивой, и вам потом не говорили, что курица подгорела, необходимо с нее убрать вот эти вот приправы. И тогда, когда она будет запекаться при высокой температуре, она получится у вас красивой.
И не будут уже на специи говорить, что курица перегорела. Вот так вот хорошенько ее потом обливаем. И отправляем в духовку, как я и говорил, до 250 градусов. А по времени вам потом скажу, сколько у меня получилось. Как ни странно, прошло у меня 25 минут, и вот такая вот курица, красавица, полноценное второе летнее блюдо с прекрасным соусом из кинзы и петрушки у меня получилось. Сейчас я вам отрежу кусочек и посмотрите, все приготовилось, все аппетитное. Готовьте на здоровье, приятного всем аппетита, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.